Так, ну что ж, погнали. А, блин, сумки полные, фига себе. Ну да, этот проф прокачивал. Так, сейчас, секунду, я еще не проверил, микрофон работает. Да, нормально все. Надо кое-что продать тогда. Так. Что тут еще можно настакать? Тут как-то очень странно вещи стакаются. Ладно. Так, больше ничего такого особого. Нельзя вроде, да. Ладно. Так, есть еще один слот. Давайте-ка так сделаем. Настакаю модулятора и остатки продам. Теперь это все надо в банк затолкать. Тогда отправлюсь на прокачку. Так. Да, тут у меня вещей много. Я буквально только что заходил вне потока. Думал, прокачаю немножечко. Потом, ладно, передумал, потом это сделаю. Пока что у меня инженерное дело на 176. Специально прокачал, чтобы сделать себе очонки. Вот эти вот. Ну, неплохо для 22-го левела. Потихоньку собираю шмотки для танкования. Так. Я тут, кстати, подумал. Получается, мой нагрудник, который сейчас вот на мне надет, он мне дает 17 выносливости. 17 выносливости и 2 силы. То есть, по сути, грубо говоря, хороший танковый нагрудник. Здесь он только 50. Ну, то есть 5. Но выносливости 50 хп дает, да. Поэтому я думаю, может быть, мне вот эту вот тунику просто взять и продать. Мне ловкость особо-то... Ну, не знаю. Надо или нет. Посох тоже могу продать. Блин, точно. Ладно, складываем пока что вещи. Вот эти две вещи я продам, шмотки. Так. В сумках вроде место есть. Банковских. Так. Тут есть. Блин, тут была полная. Сейчас посмотрим. Но еще есть место. Так вот, скидаем. Тут вот еще. Как раз отлично. Последний слот остается. Нормально. Так, ну вот. Все. Теперь можно отправляться в сумеречный лес.
Так. Сейчас нам дадут баф. Вижу, в чате кричит фельдмаршал. Ой, хорошо. Сюда баф. Плюс 2 часа. Получается крит. АП. Ну, как раз для ферала. Все отлично. А, блин. По возвращению в Штормград надо было купить приправы. Ну ладно. И лететь надо было, наверное, не в Даркшайр. Так. Да, надо было, наверное, здесь. С западного края, по-моему, ближе даже сюда в центр идти. Хотя... Пофиг, я, короче, сейчас вот прилечу сюда. Если получится, я по-быстренькому сделаю вот эти вот квесты. А, не выгодно. Потому что первый квест, который начинается здесь, у Аберкромби, он тоже меня отправит сюда. Поэтому сейчас я просто тогда буду бегать и собирать все квесты, которые доступны. Так. Надо будет тогда переделать мне тут раскладку как-нибудь поудобнее. Под ферала. Сколько у меня квестов всего? Только 3 свободных места. В принципе, я могу даже сейчас ходить в западный край, сейчас сразу по дороге и доделать вот эту вот цепочку квестов. Карвер Молсон, это вот здесь. Надо будет элитную чувака завалить. Так, он там один. Да, он там один. Плюс, ладно, еще охрана. Ну, может быть, с кем-то договорюсь. Поможем друг другу. А, точно. Вот почему у меня так много квестов. Точно. Я же брал... Да, на прошлом стриме я взял квесты на тюрьму. Один квест на непроглядную пучину уже взят. Ладно, давайте-ка пока что я отменю. Потому что в тюрьму все равно пока еще не собираюсь. Опять этот придурок убивает игроков. Ну как, где он? Понятно. Так, а тут у нас что? Убитые стражники. Им, наверное, пришлось встретиться с этим мясником.
Так, ладно, 2 есть. Да, интересно, как вот Ферал справляется вообще в ПВЕ прокачке теперь. Как он в целом. Так-то он и в классике хорош был, по-моему. Один из самых лучших для соло игры. Надо будет как-то, наверное, на следующей неделе попробовать записать видосы с PvP контентом. Именно на 20-29 левеле. Еще пока что в СГ вроде бы ущелье песни войны, да. Еще пока что вроде регистрируют, но всегда есть сомнение, то, что в какой-то момент возьмут, да и перестанут. У меня там, по сути, что, друид готов. Паладин только Холли, но я его еще хочу одеть в другой шмот, именно вот какие-нибудь доспехи, чтобы и ДПСить тоже. Так, тут все взяли. Так, ладно, давайте-ка пройдем по той стороне. В принципе, можно сразу и по дороге получить. А, не, по дороге не хочу. Ладно, еще рано, а не 25 уровень. Чуть-чуть рановато. Так, а это был как название? Heroes Mystery. А, да, точно. Там осталось, по-моему, несколько квестов, которые в итоге закончатся тут вот именно. Тоже в Сумеречном лесу. Опа. Паладин там умирает. Интересно, он хардкорщик или нет? Живет. Да. Вот что значит паладины здесь. Это совсем другие существа. Блин, как же хочется завалить этого игрока, Драунера. Так, сейчас тут мы сдадим квесты. Ну вот, по сути, все основные квесты взяты. Теперь можно и в западный край закончить квест. Не знаю, в соло смогу ли я под бафами.
Попробовать, в принципе, можно. Если никого там не будет, то сначала попробую. Потом уже в случае чего, ну, убегу, что? Я же не хардкор игрок. Тут, кстати, когда вот дважды примерно пробегаю, вот именно здесь вот на границе, пересекаю вот эту границу двух локаций, вот уже 2 раза встречал труп рарного монстра 26 левел. Иногда спаунится в разных местах западного края. Я тут дважды уже видел его. Так. Ну-ка. Завалим сначала этого. Ну куда? Нет, нет, нет. Так. Я на себе, правда, ходки не накинул. Нормально, я думаю, проживу. Изи. Правда, все равно он довольно больно стукает. Тут вон, смотрю, сколько этих вот кладбищ хардкорных. Так, отлично, отлично. Все, можно сдавать. Плюс опыт и дополнительный слот для квестов. Тогда, получается, западный край, можно сказать, что я полностью закончил. Ну да, потому что... Хотя... Технически считается и эта большая цепочка западного края. Хотя последний квест будет в Сумеречном лесу. Ладно. Почти закончил. А сейчас тогда можно заняться этими самыми первыми. Простыми. Ну давайте. Такой плащ лучше, чем ничего. Что сейчас для меня Healing Spells? Ну, такой себе. Так, ну давайте до конца сдадим. Я подзабыл то, что здесь конец самой квестовой цепочки все-таки в начальной локации хуманов. Вот здесь вот. Так. Ну да, по-моему, это уже конец будет. Там придется с ним поговорить, и все.
получается одна из вот длинных вот квестовых цепочек, которая начинается в западном крае. Опять же, это кастомные квесты. Она будет закончена. И останется вот это вот. Там тоже немного квестов, по-моему, вот. Пауков пофармить. Помню, в конце тоже там каких-то двух чуваков надо завалить. И в награду дадут синюю шмотку. Можно будет там выбрать. Но с ней потом. Я думаю, сначала лучше сделать самые простые стартовые квесты. Думаю, к этому времени вполне возможно 24 апну. Тогда уже пойду в крепость Темного Клыка. Буду заменять это колечко. А то оно мне нафиг не надо. Там как раз по кастомному квесту получу хорошее кольцо. Что он показывает, да. Найс колечко. Так. Ну и где тут этот... Он же еще, наверное, ищет. А, не, он вышел из игры. А, нет, вижу. Элвинский лес. В принципе, я, конечно, в теории могу попробовать его найти. Но у меня таланта не совсем... Хоть и шмот, у меня больше баланс друида. Но по талантам я все-таки ферал. Фу, блин. Ну да, талант у меня ферал. Просто для ПВЕ контента. Его будет трудно найти вот так вот. Надо будет как-то зайти просто за своего охотника. И выследить его с помощью трекинга. Хотя, мне кажется, тут уже полным-полно игроков, которые ищут этого идиота. Но с другой стороны, я не понимаю, кто именно вот подключает одновременно хардкор челлендж и одновременно PvP режим. Зачем? Они прекрасно понимают, то, что здесь просто дофигища гриферов. Причем что с одной стороны с Орды, что с Альянса тоже появляются иногда. Ну вот опять в PvP режиме. Хардкорщик. Зачем? Дамаклур Вайньярдс. Понятно, где он, значит. Так, все. 350. И ради этого я сюда бежал. Понятно. Ну, в принципе, могу ради интереса сейчас зайти туда, посмотреть, что там творится. Посмотрю, как он вообще одет. Но вот жаль, что у меня сейчас вот не прокачано, допустим, вот гнев улучшенный. Что заклинание недостаточно сильное, чтобы кастоваться целых 2 секунды. Думаю, это одна из причин, почему друид не такой уж сильный класс. Ну, особенно баланс.
Так, а что можно вообще выбить для друида-то? В КТК. Ой, не то. Фигня. Тоже фигня. Нельзя носить. Вот эти вот, по-моему, да, перчатки хорошие. Ну, так-то они, конечно, для баланса хила. А у меня тем более хороший сет-бонус пока что еще от сета клыка есть. Да уж. Так, а посох? Ну, мой нынешний посох еще 60 брони дает. То есть он вообще чисто вот на медведя. Без вопросов всяких. Так. Значит, он был тут. А вот и он, кстати. А, нет. Это кто-то другой. Они... Уровень череп. Ну, наверное, на ярмарку идут, ладно. Так. Гляну-ка ради интереса вот эту ферму. Может быть, он тут? Не, не похоже. Просто вряд ли он там еще находится. Ну, в принципе, сразу удобно. Если его тут не будет, то я пойду сразу через речку и начну делать квесты. Все равно это не в моих интересах сейчас бегать и искать этого чувака. Так или иначе, у него преимущество. Аспект гепарда и отслеживание гуманоидов. Да, ладно. В палатке я посидел, кстати, подождал. У меня сейчас тут будет полная полоса своего этого отдыха. Поэтому, думаю, быстренько прокачаюсь. И надеюсь, сегодня успею сходить в какой-нибудь данж. Как минимум в крепость темного клыка. Но если будет настроение, то постримлю подольше. И, возможно, еще сходим тогда в непроглядную пучину. Так, что у нас там? Ладно, пойду в ту сторону. Ну, в принципе, неплохо чувствуется ферал. Тем более он вроде бы не так сильно зависит от шмота, если не ошибаюсь. Главное набрать хотя бы определенное количество там выносливости, ловкости и так далее. Клиркастинг тоже, ну... Я вот вчера в данж ходил, мертвый копи танчил, медведи.
И как-то вот кажется пока что вот чаще прокола на медведя. Блин, не успел в спину ударить, ну ладно. Так, отхилимся. Теперь... Опа. Вижу друида. Еще один. Попробуем теперь мишки немного. Чисто ради сравнения, вот как часто. Вот. Почти сразу клиркастинг прокает почему-то за медведя, как будто чаще. Вот странное ощущение. Вот. Еще раз. Странное совпадение. Стоило вот мне сравнить. Вспомнить вчерашний случай. Вот та же ситуация. Просто за 5 секунд 2 клиркастинга прокнуло. Ну, что это? Неужели выгоднее за медведя качаться? Вот это третий прок. Найс. Да, в принципе, неплохо вот для тех, кто хочет качать вот именно Ферал Друида. Просто в PvE режиме. Не париться вообще. То советую сначала прокачать вот такую вот ветку до Omen of Clarity. Чтобы вот так вот прокало, и ты смог спокойно спамить обилки некоторые бесплатно. Очень хороший баф, тем более в классике оригинальный он был 10 минут только. Здесь он 30 минут. А может быть и в классике он был 30, я уже честно не помню. Поэтому так вот я бы посоветовал качать друида. И только потом уже переходить в саму ветку Ферала. Moonlight Silk. Получается, он со всех пауков фармится. Ну, отлично. Я думал, он только с черных фармится. Ух. Найс крит. Так, отлично. Тут столько зверей заспамилось. Надо их зафармить, пока никто не пришел. 214. О, какие вкусные криты, блин. Надо было начать качать своего Ферал Друида гораздо раньше. Сочные криты. Ну ладно, тут еще с бафом этого вот, Нефариана. Так, сейчас этого волка завалю. И отправимся дальше. Смотрю, там уже отстреливают. Хер тебя. Все три мои. Да-да, я немного жадный. Гуляй дальше. Блин, ну красиво. Просто буквально, я не знаю. Каждый третий, каждый пятый удар прокает клиркастинг. Это слишком красиво. Не удивлюсь, если это потом занерфят. Так, там он уже поубивал всех, тогда надо в другую сторону идти. Сейчас посмотрим.
Так. До этого дойдем. Иди сюда. О, уже 2 каста есть. Неплохо. Три каста. Прокачка немного уже напоминает эту. Прям как на Афе в ритейле. Настолько легко. Даже если паладин как бы больше всех, наверное, такой вот переделанный класс вот на этом сервере. Из-за него тоже довольно легко прокачиваться, но, по-моему, становится сложнее где-то уже на 40-м. Вот здесь вот надо будет посмотреть. Я вот еще подумал как-нибудь записать отдельный видос по всем изменениям паладина. Что да как там. Ветки талантов, обилки, все дела. Мало ли кому-то пригодится. А то, если не ошибаюсь, паладин является самым популярным классом на этом сервере. Странная ситуация, когда за медведя куда более приятно прокачиваться, чем за кота. Ну или это просто потому, что я еще только 22 левел, а у кота особо там способностей пока что никаких нету. Только 3 обилки и стелс. Все. А тут медведь просто одним лишь маулом 110 откусывает, а крит у него 220. Хоть, если честно, признаюсь, скучно. Скучная прокачка, прям как у Вара какого-нибудь. Хотя это еще надо вспомнить, когда я последний раз на классике играл за Вара. Такс, такс, такс. По волкам все получается? А, не, еще 2. Пауков надо. 4 из 15, блин. Маловато. На пауков, как всегда, конкуренция гигантская просто. Тем более... Ну-ка. Сейчас мы глянем. Ну да, почти 4500. То есть ничего удивительного. Как у школьников закончилась школа. Онлайн просто вырос на процентов 50. А куда он пошел? Бред какой-то. Так. Не тот. Ну ладно, он тоже как бы по квесту нужен. Фармить вещи. Так, вот еще один. И по волкам я буду... Все, закончу, да. Так, ну если я правильно помню, пауки, они вот на этом берегу находятся побольше. То есть здесь чисто так, единичные случаи тут, и тут еще есть. Но, по-моему, основная масса, они вот здесь вот эти вот паучки тусуются. Поэтому мне надо их зафармить. Постараюсь, тем более у меня все-таки мунфайры есть. Отличный способ, чтобы первому тегать.
Так, тут еще, да, зеленые появляются некоторые пауки. Веном, Веб, Спайдер. Видимо, те будут подальше. А, вот уже первый вижу. Завалим посохом. Мы не гордые. Тут, в принципе, по дороге можно еще один квест сделать. С посохом тоже вообще-то без проблем. По крайней мере, на ранних уровнях. Но интересно еще узнать, как ближний бой в форме Солуха. Все-таки у него там броня повышается на 360%. Так, 8 из 15. Хорошо, идем. Думаю, сначала лучше с пауками разобраться, а потом там на кладбище. Надо будет одного Грейвдиггера взять. Тоже, по-моему, кастомный квест. Из-за него можно получить маску, которая просто внешне похожа на маску Братства Справедливости, но там другие статы, конечно же. Так, хотя... Там, видимо, уже поубивали пауков. Проверю. Так, Skeletal Horror, это не то. Grave Robber, вот они. Есть там, по-моему, жив, видел. Отлично. Как раз один есть. Сюда иди. Блин. Ну да, на стартовых левелах пока есть хороший шмот. Можно даже чилить просто так вот с посохом. Заодно навык оружия прокачается. Фак. Ну давайте, давайте. Двадцать 25-й не левел. Ну, в принципе, ничего сложного. То есть тут уже чувствуется то, что ты можешь брать больше целей, даже выше своего уровня. То есть, по сути, как и Хант. Я думаю, на обычной классике точно так же и Ферала играли. Без всяких проблем. Очень самостоятельный класс. Так, ну-ка. Сколько там осталось? Не вижу. А, вот, 5. Five more spiders. Может быть, дойти до конца? Посмотреть, что там. А то здесь какие-то не такие они. Еще не резнулись, видимо. Так, вон, наконец-то вижу. Блин, надо отвыкнуть. Нажимаю на тильду, и там у меня Мунфайр первого ранга. Дурацкая привычка.
Так. Тут у нас Варлок фармит, да? Да, он тоже этих же фармит, ребят. Так, а через дорогу вот я не помню, там были или нет. По-моему, там не было. Да, точно, один на дороге еще. Так, с 13 с 15, хорошо. Дело идет быстро. Вот уже почти 23 левел. Это хорошо. Я думаю, на 24-м будет более чем достаточно, чтобы я смог танчить уже крепость Темного Клыка. Главное, адекватную группу тоже собрать. Хотя, как собрать? Там уже повезет как. Учитывая, что нам собирает система. А то вчера, ну такое себе. Группа. 3 китайца, я и еще один русский. Играет Завара 17-го левела. Пошел это вот мертвый копи на 17-м левеле. Естественно, пару раз он там издалека пулил мобов. Но не страшно, сыграл более-менее адекватно. Хоть ДПС вообще практически никакого не внес. Китайские игроки, конечно, там своеобразные попались. Так, еще один. О, отлично. Так, ну-ка, что у нас тут? Hardcore character Gua Yan has fallen in PvP. Hardpaul. Кто у нас такой Hardpaul? 35-й левел разбойник против 32-го. Ну, тут еще. Тут еще можно поспорить, да. Разбойники, они сами по себе крысы. Поэтому о разбойниках мне мало что можно добавить. Я этот класс вообще не уважаю. Он только для подлых каких-нибудь тех, кто боится выйти на как бы 1 на 1. Поэтому всегда мой мейн это либо паладин, какой-нибудь рейтрик. Ну а если говорить уже о личе и так далее, то это Фрост ДК. Не люблю, когда прячется в стелсе и выжидает удобного момента. Хотя Ферал, ладно, Ферал для меня вроде как исключение, просто потому что это прям универсальный класс, который может все, а в личе он еще там довольно интересный, веселый, много обилок хороших. Так, есть. Хорошо. Тут можно сдать, тогда туда сдадим. Так что да, тут интересно, конечно, какой там файт у них получился. 32 против 35-го. Ну, я бы сказал, наверное, плюс-минус равный. Потому что я как-то... Когда качался я в Альтераке, по-моему, находился, я паладин своего прокачивал. Да, это было, по-моему, в Альтераке. У меня был включенный вармод. И на меня в крысу напали, по-моему, друид и разбойник. И да, они, к сожалению, в итоге меня этого завалили, но я одного из них забрал с собой, вот не помню кого. Либо друида, либо разбойника. А потом, помню, вот еще был случай относительно давно, вот когда прокачивал своего охотника, не хардкора, другого. Самого первого персонажа, который я здесь создал, кстати, на сервере. И это тоже был, по-моему, альтерак, но уже граница с Хилсбородом. Вот эти вот холмики, где надо фармить бандитов синдиката.
Там у них палаточки расставлены, все вот это, да. И вот там на меня, наверное, дважды напал один и тот же разбойник. Или один раз, не помню. Просто позорно проиграл файт. Да, он был там на пару левела, по-моему, ниже, на 1, на 2. Но фишка была в том, что я тоже был на лоу хп и без маны вообще. То есть там, по сути, зарешал мой питомец. Ну и я смог кое-как там среагировать, там зелье успел какое-то выпить. Тут в ультраке случился. Потом чуть позже, когда я прокачивался, ну, по-моему, еще в Варате шел. Это надо было, по-моему, вот сюда вот идти, там, тут, где деревня троллей. И там тоже, по-моему, разбойник на меня напал. По-моему, разбойник или шаман. Вот не помню. Но вроде бы, как всегда, разбойник. Ну, крысы. И, по сути, ну, короче говоря, такая же ситуация была. С позором погиб. Поэтому пока, в общем и целом, могу своим псевдоавторитетным мнением высказать мысль, то что пока что я в PvP не встречал толковых разбойников, по крайней мере, на этом сервере. Так, Растишала мы сдаем. Получаем, да, вот квест на эту маску. Но я ее все равно носить не буду, ибо нафиг надо. У меня сейчас очонки хорошие. Так. Со Штормградом я тоже уже Хонорд. Хорошо. Бочер Калахан. Чего? Так, ладно. А, Свенс Ревенж тоже прям тут рядом. Можно, конечно. Потом отправимся уже в Темнолесье, сдадим квесты. И вот тогда уже возьмем и отправимся вот сюда, к Слепой Мэри. И там уже сделаем еще первую часть на Night Watch. Так, тут есть кто? Кто мне помешает? Нет, видимо, нет. Замочили, видимо, бандитов. Обычно тут есть Кастер и Найтблейд, по-моему, или как они там называются. Так, ладно, сейчас лучше пойти к Свену. Сдадим его журнал. Потому что с ним по цепочке надо будет тоже в Даркшайр потом идти. Ну, тогда я уже не пойду пешком. Потому что, ну, блин, туда-сюда ходить это прям вообще надоедает. Я просто перейду берег, и тут уже полечу. А, не, точно. Legend of Stalvan. Тоже сделаю. Хороший способ. Начать эту цепочку потихоньку делать. Мистер Свен Йоргенсон. Да, кстати, еще на следующей неделе, наверное, если это прям много сил не будет отбирать, то я сделаю, ну вот, продолжая эту рубрику, там, где я делаю маленькие видосы по мини-гайдам, да, по этому серверу. Я сделаю видосы о кастомном луте, который добавили.
По крайней мере, в стартовые данжи. Начинаю вот с мертвых копий и пещер стенаний, заканчивая, не знаю, монастыря Малого Ордена, наверное, там кастомный лут еще есть. Гном Риган тоже, да, точно. И Гном Риган. То есть это все стартовые там. 15, 20, 30. Такие вот левела. Что и от кого можно с кого выбить. Буду думать насчет PvP контента на БГ 29 и 19. И что-то вроде гайда, я не знаю. Ну или просто изменение паладина. А то мне просто быстро иссякают идеи, что еще можно записать. То, что я, как правило, создаю эти вот маленькие видео, опираясь на чат. Именно кто что спрашивает, кого что интересует. Как что найти, что сделать и так далее и тому подобное. Вот опираясь на самые популярные вопросы, я решил вот сделать вот такие вот гайды. А так, конечно, если бы не было бы лени, я, наверное, записал бы вообще о всех кастомных квестах и так далее. Потому что есть такие гайды, да? Ну, не знаю, стоит ли тратить усилия на это. Учитывая, что, по сути, взлетел только один видео. Одно видео. Это вот именно тринки почему-то всех вот интересуют. А остальные, ну, там, по 100 просмотров набрали. Видимо, всех очень интересует, как же достать эти тринички. Но с другой стороны, вполне логично, да, ладно. Потому что в классике тринки ты далеко не сразу получаешь. То есть, если ты не занимаешься PvP на БГ, первые тринки получаются... Либо ты их делаешь через профессию, инженерное дело, либо данж, какой-нибудь Зульфарак, Ульдаман или вот такие вот, которые уже повыше. Там та же вот морковка на палочке или из локации Badlands, там вот Nifty Stopwatch, тоже тринька. То есть это все уже 35-40 плюс тринки уже получаются. А так, у тебя есть две тринки, которые дают вот в целом 14 АП, а получаешь ты их, ну, по сути, на 18 левеле они у тебя уже обе будут. Это огроменный просто буст для мили-классов. А так, ну да, по сути, еще ж PvP есть там, я знаю. Там нужно, наверное, репутацию качать с фракциями. Ущелье Песни Войны, Низина Рать и так далее. Это тоже, наверное, долго и скучно. И это дело, по сути, наверное, уже для твинков. Вот я себе сделал, как бы, ну, в кавычках, скажем, твинка Паладина 19 и Приста. Но вот я еще на БГ за них даже не ходил ни разу. Я только одел вот максимально как вот можно там по профессиям. И что можно выбить в данжах и так далее. А вот шмоток за эти вот, за фракции я вот ничего не достал. Так, ну-ка. Сколько у нас сейчас тут онлайн? Ну, потихоньку растет, да. Так, сейчас быстренько ребафнемся. А, блин, у меня еще нету этого заклинания. Декурса.
Ну ладно. Вот так обычно привык, то что именно друид может декурсить. А так ты смотришь повсюду, когда вот люди делают квестовую цепочку, Legend of Stalvan, у них всех вот этот дебаф висит. Снять больше никто не может. Ну разве что ладно, паладин нажмет бабл. Но ради этого тратить КД в 5 минут. Это не норма. Так. Shadow и Figure. Угу. Тоже уже в темнолесье надо, получается, да? А. Можно это по дороге сдать тогда. Так что следующий квест меня отправят, вот, по-моему, уже тоже в Сумеречный лес. И там придется уже где-то заканчивать. Или опять в Западный край. Длинная просто очень цепочка. Я не могу запомнить все эти квесты. Это вот кастомный квест. Цепочка, да. В Западном крае начинается. Берется здесь вот у чувака в домике. Она очень длинная. Но она мне понравилась. Она довольно интересная. Тебе нужно ходить там вот. Сначала по Западному краю ты это все делаешь. Потом тебе нужно в мертвой копии убить этого босса гоблина, Гилнида, хозяина там этой кузницы, инженерной этой части, короче. Потом и в Красногорье отправляться, потом и в Сумеречный лес. То есть это прямо отдельная такая большая история, придуманная разрабами этого сервера. Это прикольно. То есть она, по сути, вот мне напоминает вот этот вот квест «Легенда Сталвания». По сути, то же самое. Бегаешь туда-сюда, узнаешь историю об этом чуваке. Потом оказывается, что он какой-то там андед, который занимается то ли темной магией, то ли чем. Если не ошибаюсь, вот эта вот история этого квеста, она получила продолжение где-то уже в Катаклизме или дальше, потому что в Катаклизме появились воргены, и там добавили какого-то брата этого Сталвана, который не превратился в андеда, а именно вот получил проклятие воргена. Как-то вот так, что-то вот вроде там, я вот, честно не помню, я именно вот современные квесты, переделанные в классических локациях, я очень давно не делал. Но вроде бы так. Надо будет как-то поизучать. Мне в целом лор интересует. Кроме прям последнего. То с этими драконами совсем уже все, по-моему, запуталось. Слишком уж много контента в Варкрафте современном. Так, ну что, тогда апну еще вот один левел. Где у меня там полоска отдыха? А, ну как раз вот. Отлично, вот как раз до 24-го идет. И тогда сразу же... Ну да, сегодня схожу в крепость Темного Клыка. Схожу сначала к тренеру. Блин. Полетки у меня в Южнобережье нету. И в мини-силе тоже нету, блин. Ну хотя ладно, у меня есть форма водная. Плыть будет быстро. Тем более, для тех, кто не знал, тут убрали, не знаю полностью ли, но в целом я не замечал, чтобы был эффект истощения. По-английски fatigue называется. То есть это вот желтая полоска, которая появляется у персонажа, когда ты вот далеко куда-то отплываешь в сторону. Куда-нибудь туда, где ничего уже нету. Где бесконечная глубина практически, да. Появляется эффект усталости. И персонаж умирает. А вот здесь вот этого эффекта нету. Его убрали, походу, полностью. Так. Ага.
А, ну тут просто коробочку залутать, это я помню. Блин, уже целый час прошел моего бафа. Печаль, тоска. Печаль, тоска. Быстро, быстро он тратится. Так, а сколько у меня вообще места в сумке? Ну, достаточно. Так, в прошлый раз, когда я делал цепочку тут, заранее уже кто-то переубивал этих гнолов. По сути, я просто тупо зря тут ходил в стелсе, в коте. Смотрю, там вдали уже тоже, да, расчищают лагеря. Да, он расчищен опять. То есть я, по сути, могу опять подойти там и залутать коробочку, в которой те самые нитки по этому квесту нужно взять. А эти ребята, не знаю, что они тут делают. Что за квесты? Ну, наверное, какие-нибудь стандартные. Там поубивать столько-то, таких-то там ребят. Так, ну есть, нормально. По сути, вообще второй раз получается, это вообще один из самых легких квестов. Ничего делать не надо. Просто потому что достаточно много народу играет, к счастью. Сервер более чем жив. Наверное, сейчас самый успешный из всех серверов. Ваниллы, именно приватных проектов. И, ну и ванилы плюс. То, что все-таки все больше появляется серверов, которые имеют еще дополнительный какой-то кастомный контент. Я думаю, все-таки Turtle Wolf это самый успешный пока что. Потому что тут играют люди. Тут играют люди, и сам сервер постоянно развивается, и добавляется какой-то новый контент. Вот это, я думаю, одни из таких главных моментов успеха. Так, go back to Baltimore. Хорошо. Едем обратно в Балтимор. Западный край. Вот он потом меня отправит уже, наверное, в Сумеречный лес. Так, мне надо будет отойти скоро. На пару минут. Поэтому я постою немного в АФК. Когда вот долечу из западного края в Сумеречный лес. What can I do for you? Safe travels. А, блин, точно, я забыл даже обновить мой этот вот Perfect Quest. Надо будет не забыть. После стрима, я не знаю, или сейчас где-нибудь запишу. Так, все, записал. Так, легенда сталкивания. Она тоже меня возвращает обратно в Темнолесье, да?
Так. Что у нас по левелам вообще? Оругал только? Хотя даже шмотки оругала, вот уже 24 левел. Вот. Он какой левел? Я вот не помню. 24 или 26? По-моему, 26. Поэтому я думаю, что на 24 я спокойно смогу закрыть крепость Темного Клыка. И потом буквально практически сразу отправиться в непроглядную пучину. Ну, разумеется, квесты сначала соберу там. В Дарнасе. Там, по-моему, 1 или 2 квеста. А, и в этом вот, в Стальгорне. Главное, не забыть их все пособирать. Там, получается, 4 квеста. Наверное, 4 или 3. Я впервые в жизни, кстати, получается, пока прокачивал своего персонажа, и вот приходил вот сюда, в западный край прокачивался, я впервые в своей жизни не закончил квестовую цепочку, где нужно вот валить вот этих вот бандитов, братья справедливости. Я сделал первую часть, вторую начал, там чуть-чуть вот, совсем вот ее начал, и потом отменил. Потому что изначально, как я и говорил, я планировал этого друида сделать просто твинком 19 уровня. Я его прокачивал, по сути, через данжи и все. Пока собирал ему лут, полезные шмотки и так далее. Здорово. Чё? Ну, да, а что? А? Да, да. Да сейчас пока никто не зашел. Ну, точнее, вышли. Были некоторые. Есть что сказать? Ну, я не удивлен.
То есть кого угодно, но только не себя, да? Радио? В смысле самоустройства или все-таки ведущего? Блин, опять забыл приправы купить. Да, это в игре. Постоянно забываю по-английски. Stormwind Seasoning Herbs. 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 Не знаю, как произносить правильно. Herbs, наверное. У тебя сегодня опять выходной? А? Ну, ты в смысле не пойдешь, да, на работу? Туда.
Какие именно? Передние? А, ну это херня. У меня вон там есть один выпавший. Два даже. Так заходи в Warcraft. Хотя бы так отдаленно поиграем. Я все равно тут своими делами занимаюсь. Это если сейчас. Если нет, то нет. Ну, то нет. Куда? М. Проверь, короче, салат еще хороший или нет. Я его готовил, получается, позавчера вечером. Возможно, еще хороший. Комплименты? За что? Заслужила? Эмоциональная взятка, да? Видимо, очень хотят попасть в Европу. Да. А у нас тут даже местные в Дубаях не учатся. Что там такого крутого, я вот не понимаю. Типа, я не понимаю, это что, элитное там какое-то место? Что-то типа Стэнфорда, Кембриджа, Гарварда, МГУ? Вон, кстати, да, видел публикацию. Этот сын президента Башара, президента Сирии, закончил московский этот университет. Золотая, типа это, не знаю, золотая медаль, это как это называется? Красный диплом, да. Сфоткался на фоне этого. У них там здание красивое есть. Это по-моему, то ли здание МИД, то ли это здание университета, я не помню. Я там со своей мамой сфоткался. Солидный такой мужчина, бизнесмен. Постоянно обвиняет вот страну во всяких, я не знаю, там, вещах некультурных. Нормальные люди. Ну, там, я не знаю, на вид он меня немного старше меня. Ну, по-моему, это вроде бы... А, государственный университет, да? Ну, вот он его сдал. Можешь загуглить его фотку, он там меня на пару лет старше. Я как-то уже давно это видел в этом игре, пару недель назад. Да. И это его, по-моему, мама приехала поздравить, побыть рядом.
Что мы будем сегодня кушать? Испорченный суп или испорченный салат? Есть факты, конечно. Уже давно. Но я, правда, как ни странно, вот начало стрима, если сейчас вот разделить его пополам, то в первой половине заходили люди, несколько людей. Сидели, кто-то смотрел, кто-то быстро выходил. А сейчас вот уже минут 20, наверное, никто не заходит. Хер с ним. Я привык к тому, то, что в записи очень много смотрят. Мой первый стрим по Паладину, допустим, уже 350 просмотров. Но это стрим, там 4 часа играл. Поэтому неизвестно, кто сколько посмотрел. Это прикольно, меня радует. Так, еще что-то хотел сказать, но уже забыл. Блин. Все из-за тебя. Так, а? А у нас же эти есть, кармарные эти вот штучки. Можно их как-нибудь. Но это не то, что я хотел сказать, конечно. Так, а сколько уже стрима? 2 часа всего лишь. Казалось, больше. Это у них там нету этих. Ну, надо наушники с микрофоном просто вот надевать, тогда звук идет сюда именно. А так, просто слышно, вот, управляется у них там, я не знаю. Хотя фиг знает, у них там ноутбук или ПК. Но большие колонки это еще хуже, кстати, да. У них же громкость, блин, больше. Тем более фиг знает, в каком качестве ты получаешь этот звук. А ну им, смотри, им, наверное, колонки врубать, чтобы они слышали. Глухомань. А, чё? Ну, надо выражаться точнее. Я не слышу ничего понятного для меня. Я слышу буквы, но я их не понимаю. Не сопрот.
Ставлю включенный, все. Я говорю, мне же еще позвонят. Должны позвонить. Не ответили лишь на звонок. Я к парикмахеру хочу записаться. Да ладно, пофиг. Можешь оставаться. Я тебя не убью. Сразу. И чё? Так, ладно, погнали дальше. Ножка паука. Сейчас быстренько выбью. Чисто для квеста. Такс. Так, отлично, есть. Сейчас мы сдадим этот квест, который уже зеленый, кстати. Потом займемся первой частью Night Watch, Ghost Hair Thread, Finding the Shadowy Figure. Потом, потому что он просто физически находится дальше. Look to the Stars тоже сделаю. Посмотрим, смогу ли я себе набить 24-й. Да, кстати, завтра тоже будет стрим, но завтра, наверное, будет не Warcraft, а Holdfast. Хочу немного почилить, расслабиться, сменить обстановку. То постоянно только Warcraft играю. Так, есть. Хорошо. Прикольные перчаточки, кстати. А, идет. Ведьма. Что тебе надо? Нет. Давай. Ты говори, у меня нет этой вот цензуры. Я человек демократичный. Ну, в смысле? Ну, разве есть это вот, как бы, причина? То есть я понимаю, если ты говоришь что-то такое, когда тебя вынуждают что-то такое говорить. Так, мне звонят. Сейчас.
Можно и с тобой таким же способом общаться. Так вот я делал. Ну что, усики, пропуск трусики. Да и не совсем усики там-то. Так-то. Да, вообще-то да. Проявляю уважение. Да. Качаю. Если тебе делать нечего, оставайся. Ты не мешаешь. Ну да, чё? Нет. Ну я реально сидел, думал то, что как будто тебе вообще просто скучно, и ты для галочки это делаешь. Точно так же, как и ты делаешь кое-что еще для галочки. Ну, точнее, делала год назад. И вообще прям скучно, мне кажется. По крайней мере, так казалось. Поэтому я подумал, то, что возможно, что если бы мы играли в Stronghold, было бы веселее. И я уверен, то, что если бы мы играли в какой-нибудь вот твою гоночку, ты бы там точно хихи, ха-ха, весело и так далее. Concentrails, да. Потом зато начал ныть то, что я тебя так быстренько уничтожу. Пока я, блин, обустроил всю карту уже там от скуки. У тебя там деревня на 20 человек была. Да, быстро она удалилась. Я же тебе говорю, надо было в Stronghold играть вместе. В Stronghold надо было играть. Ну, сегодня в гонки поиграем. Скучно. А. Серьезно, я говорю, скучно. Да. Ну вот, все. Чё ты там мебель ломаешь? Так, что-то мне как-то у меня мана быстро заканчивается. Надо в мишке немного подраться. Ну, что-то опять вернулась непутевая. Что это за танцы с бубном? Блин, вот ты шторы открыл, я сейчас нифига не вижу. У меня так отсвечивает. Слушай, знаешь, вот в чем идея меня вспомнил. Глянь какой-нибудь хлеб, который вот типа то ли грубого помола, то ли он там с семечками такой вот, знаешь. Но он, естественно, будет немножечко подороже, но мы можем из него тоже бутики иногда делать. Чисто из редка, чтобы разнообразить. Я как-то в Римчике его покупал, кстати. Кась? Ну, естественно, дзинтерс какой-нибудь плавленый сыр, да вареная колбаса обычная. Вареная колбаса, наверное, не настолько уж прям, типа, ну, плохая.
Я знаю, вот в Римчике, я помню, брал в том большом, но он стоил 1,5 евро где-то или около евро. Но я прям реально самый такой искал, которого меньше, типа, эти углеводы и вся вот эта вот фигня. Так, маги, 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 магия. Где вы, магия? Волшебники, магии, магии. Магии, 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 здорово. Че тебе надо? Че ты ходишь? Тут как это, блин, как патруль какой-то. Иди отсюда. Иди в магазин. Так, отлично, с этим я загруппился. Не хотел просто ждать. Этот гуль, он долго резается, бывает по 5 минут. Так, ливаем. Сколько мне тут магов осталось? А, мне и воины нужны. Я думаю, я их всех собрал. Ладно. Ладно. 2 мага, 2 воина. Так. Так, вон вижу мага. Успею тегнуть? Есть. Хорош. Забьем посохом. Ладно, теперь нужен мишка. Так, вон вижу мага там, по-моему, да. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Все, погнали. Последнего добиваю. Так, отлично. Первая часть Night Watch, по сути, сделана. Что мне еще тут остается? Чтобы 24-й апнуть. Ну окей, ладно. Сначала вот это все сдам, потом посмотрим. Если я добью 24-й, то я повременю с оставшимися квестами здесь. И пойду, короче, собирать группу на крепость Темного Клыка. Посмотрим. Тут 3 квеста сдается, один там, ну... А, нет, 2 там. Ну ладно. Думаю, апну. Без проблем, тут чуть-чуть осталось. Надо будет сделать еще следующую полоску отдыха тоже. Забежать в какое-нибудь златоземье. Постоять под палаткой минуток 10. Набью себе тоже очередную полосу. Там 150, по-моему, процентов дает. Ну, фул полоса, это, по-моему, 1,5 левела. Палаткой там минут 10-15 максимум надо. Так. Кофе сразу берем следующий. Так. Это сразу тоже можно сдать, да. Так, сюда плюс опыт. Как-то медленно. О, палатка. Ну, в принципе, да, у меня вармод выключен. Я получаю меньше опыта. Ладно, поставим под палаткой немного. 3 квеста, 3 кубика.
На мобах могу апнуть без проблем, ладно. А, ну здесь еще, по сути... А, ну это не туда. Это у нас непроглядная пучина. Непроглядную пучину я пойду после крепости Темного Клыка. Может быть, сегодня, если успею. Пока у меня особых планов нет. Так, Totem of Infliction. Клыки гулей. Это надо будет на кладбище идти, фармить гулей. В принципе, тоже можно сделать, почему нет? Там гули разного левела. Есть 28-го, а есть 24-го. И Сондра. Это ж один из зеленых драконов. Здесь, короче, по-моему. The strands of life have been severed. The dreamers must be avenged. Comfort your dreamers. Что? Непонятные символы. And claim your vengeance. Понятно. Я так понимаю, решили World Boss'а завалить. Ни разу, кстати, не видел, чтобы здесь ходили на World Boss'ов. Ладно, хватит. Потом еще постою. Тут долго и скучно. Так, сейчас тогда пойду туда сдам. Вот эти квестики. Если не будет 24-го, тогда продолжу. Не знаю, на гулях, наверное, апну или вот этих вот скелетов там. Хорроров, финдов. Плащик бы какой-нибудь выбить. Хоть какой-то. А то у меня этот по квестам, но... Ловкость, интеллект. Такое себе. По крайней мере, это лучше, чем у меня был. Такой вот. Чисто на твинка взял. Плюс healing spells. Но у меня был тогда рестор спек. Так, а Стичес? Стичес, походу. Последний был убит. Относительно недавно. Сегодня я уже видел, кстати, некоторые люди от него уже погибли. В основном 25-го левела. До сих пор вот никак не понимаю, как они не видят. Невозможно просто. Вот такой вот гигантский кусок мяса. Медленно, очень медленно идет вот так. Как его можно не увидеть? И так вот люди погибают, начиная там с 25-го, вплоть до 30-го какого-нибудь, просто потому что они его не видят. Отвлекаются, может быть, так же, как я, вот, допустим, на карту, на квесты или еще что-нибудь. Так, это у нас кто? Тролль? Тролль-воин. Фига 8к хп. Что-то не припоминаю, чтобы в классике без бафов, или это просто я не вижу бафы, 8к хп. Да ну, бред какой-то. Разве в классике можно было 8к набрать? Это уже, по-моему, цифры, которые получаются в БК. Странно. Блин, вот единственный минус, конечно, то, что я вот сначала пошел через Omen of Clarity, это то, что вот у меня уже мог бы быть ускоренная скорость передвижения в форме кота. То есть 30% уже была бы. А так у меня ее нету. Приходится вот так вот бегать, это вообще медленно. Получается, сейчас у меня бонус к скорости 11,5%.
То есть, по факту, это ни о чем. А эту я получу еще не скоро. Но зато прокачиваться, на самом деле, легче. Так, сюда. 2 квеста, хорошо. А, по-моему, будет еще продолжение. Я должен буду передать журнал. Дальше. Свену. Да, все верно. Хорош. 2 кубика меньше даже чуть-чуть. Блин, насколько же это хорошая локация. Столько много квестов. Такая разнообразная. Хоть и с виду вроде бы мрачная атмосфера и так далее. По-моему, она одна из самых эффективных, ну, как бы сбалансированных. То есть атмосфера сама по себе, количество квестов. Вот это вот самый идеальный баланс, по-моему, вот именно здесь. Вообще без проблем можно прокачаться несколько левелов. Не парясь. Так, сдаем. Proving your worth. Хорошо. Так, и теперь идем к Аберкромби. Сдаем ему. Так, ну получается, наверное, то, что я... наверное, не получу сейчас 24 уровень. Поэтому я просто пойду фармить этих гулей. Я в итоге просто зафармлю, да, все 10 клыков. И тогда уже отправлюсь задавать этот квест. Пойду к тренеру. И буду потихоньку тогда собирать группу. О, новый Стичес пошел на охоту. Ну, удачной охоты. Надеюсь, завалит еще несколько зевак. Так, ребафаемся сразу. Погнали. Пока что можно, в принципе, попробовать через посох. Хотя не, ладно. Тут уже... Можно через мишку, я думаю, это тоже будет довольно быстро. Буду просто агрить в форме эльфа. Блин, правда, промахов много. Так, я смотрю, там уже Стичес кого-то увидел, да? Завалил, наверное. Блин. Опять я не ту кнопку нажал. Так. Вот, 24-й есть, хорош. Тут прям 27-й.
Ну, нормально, мне еще тут даже 2 минуты бафа остается. Драгон Слеера. Так что нормально. Блин, столько промахов. Так, 4 клыка есть. Так. То что у нас? Дизиз. Я только могу яды. Да ё-моё, можно еще чаще промахиваться. Блин, тут тоже нажал опять. Ладно. Не страшно. Rotted One. Так, еще раз кинем ходки. Нормально. Сюда. Давай-ка еще раз ходки кинем. Так, сколько уже? 7 из 10 клыков. Нормально. Они, по-моему, я так понимаю... 80% дроп рейт. Но пока что... вот сейчас вот только разве что не выпало сразу. Ну ничего. Резист. Красиво. Так. 9. Ну вот, надеюсь, сейчас этого добьем и все. Так, все, хорош. Сваливаем. Думаю, лучше пролететь на Грифоне. Тогда я пойду, наверное, в западный край. И на Грифон. Драунер, смотрю, все еще продолжает свою охоту.
Так, бонус к отдыху у меня почти 1 левел. Значит, надо еще немножко постоять под палаткой. Минут 5. И тогда сможем отправляться. В принципе, даже чтобы не забыть, я лучше даже сейчас, вот когда закончу тут все дела, с подготовкой к крепости Темного Клыка, я по дороге вот в Стальгорне возьму квест на непроглядную пучину, потому что что-то боюсь, что забуду квест. Я всегда запоминаю брать их в Дарнасе, но вот про Стальгорн все время забываю. Так. Блин, точно. Так, а это что? Letter from Baltimore. Пока что еще желтая, но не знаю, можно и сейчас сделать, конечно, попробовать. Так, вот эту вот одноручку, в принципе, можно пока оставить. Мало ли. Для ПВЕ пригодится. Все-таки дает броню. Так. Тут мы все сдали. Так, ну что ж, получается, можно отправляться спокойно в Штормград. Так, тогда сейчас починимся, продадим тут все вот это вот. Так, ладно, металл и все вот эту вот хрень можно продать уже. Паутину оставим. Так, ну ткань можно на всякий случай, конечно, оставить. Закинем это в банк, если есть возможность, ну и свободное место. Ух ты, у него есть брингер.
Your bank is full. Неприятно это знать. Ладно, тогда сделаем так. Так, стоит он там все еще? Corrupted Ashbringer. Блин, куда он исчез? Хотел глянуть. Эх. Может быть, он в банк зашел? Это не видно вроде. Блин, хотел просто инспектировать. Смотреть, что там. Давненько не видел его статы просто. Ну и вообще, какой у него шмот. А то кажется, как-то у него мало вообще хп. Я просто знаю, что сама шмотка, Ashbringer коробчаный, он снимает 250 хп. А ругался Фоли. Что? Вообще, кстати, вот не понимаю, что за бред? Почему считает вот даже сам сервер, то, что у меня засчитано... То, что у меня засчитан квест. Бред какой-то. Но на самом деле, когда придешь к квестодателю, он не примет его. Даже сейчас могу ради интереса это сделать. Так. Ну-ка. Шипы. Хорошо, ладно. Рейк. Свайп. Тайгерс Фьюри. Хорошо. Кошка развивается. Так, а вот и ремов курс. Декурсим. Так. Где у нас тут шипы? Третий ранг шипов. Шейпшифтимся. Получается вот так. Вот рейк на 4 поставим. Тайгерс Фьюри на 6. Вот базовые способности на кота у нас есть. Так. Так. Дальше что у нас там? По-моему, было регроуд. 3 ранга. Да. Точно, семечки надо эти купить. Для АБРа. На всякий случай. Так, снова в Штормграде я почти все сделал. Сейчас вот куплю эти Maple Seed. Штук 20. Отправимся в Стальгорн. Так, проверим. Багнутый квест.
Ну да, вот. Хотя показывает комплит. Очень странно. Так. Теперь за регами. Так, ну по сути, наверное, мы готовы, да? Тогда я могу, наверное, уже регистрироваться. Так, все. Shadow Fan Keep. Ищем группу. Пока отправляемся в Старгорн. Возьмем квест на непроглядную пучину. И потом отправимся. Я так понимаю, это аэропорт. Там, да, по-моему, это аэропорт. Сюда. Мне полетка открыта, и я с аэропорта уже пойду. Вот сюда ставить полетку в Дунаграте, Минатиле и поплыву уже в южнобережье. Так, ну-ка. Что у нас по данжу? Не хватает ДПС. Так, кстати. А что я тут могу сделать? Ага. Шелк. Причем нужно много шелка. Окей. А в инженерном деле мне сейчас нужен железо. Нужно железо, да. Железо и шелк тоже. Камни.
Что-то как-то даже удивлен. ТПС совсем нету. То есть танк, хил есть. ТПС-то где? Неужели никто не хочет? Опа, палатка. Первый раз, кстати, вижу палатку возле входа в Стальгорн. Но видел зато палатку в Астронаре. Или не, в Доланаре. В Доланаре, да. Это вот 6 левел плюс локация для эльфов. Так, сейчас вот пробежал друид, кстати, в форме походной. Вспомнил точно. На 30-м левеле же все равно я получу походную форму. Хоть так. Так, ну вот, на всякий случай же взял квест. Непроглядную паучину. А в Дарнасе, я думаю, уже по дороге как-нибудь тогда в следующий раз возьму. Так, ну что, летим тогда в аэропорт. Хил вышел из очереди. Жаль. Я, конечно, не слежу, но вот это уже какая цель за сегодня? 4-я, наверное. Да уж. О, точно. Я же могу сделать квесты на этих, на крокодилов. Там же плащ дается. 7 выносливости или 6, сколько там. По каждую группу. Получше, чем ловкость и выносливость. Ой, ловкость и интеллект. Ну, тоже неплохо, конечно, но все же. Я танк. Да я привык, то, что мне плащ всегда либо дает один стат, и это выносливость, либо он дает выносливость, и мой второстепенный стат, соответственно, мне он должен давать там либо выносливость и ловкость, либо выносливость и силу. То есть я привык. Чтобы такая вещь, как плащ, не давала ничего там такого еще больше особенного. Только потом уже, естественно, когда я буду ходить на высокоуровневые данжи, тогда да, другое дело.
Прикольненькая такая локация сделана. Так, поплыли. Наконец-то 40. Или какой там процент скорости? А, 50 даже. Еще лучше. Почти скорость маунта. Блин. Чё-то как-то уже не очень. Я был так настроен сегодня сходить хотя бы в 2 данжа. Но неужели нету людей? 4500 игроков. Так, ладно, поплыли на тот берег, там будет больше этих аллигаторов. Ну или здесь тоже, да. Отлично, сейчас еще шкура не будет падать. Так, отлично, 1 из 4. Хоть что-то. Какой же я идиот. Совсем забыл. Не обратил внимания на воздух. И это, напоминаю, учитывая то, что я друид. Fucking hell.
Давайте сейчас выползем. Отлично. Что у нас тут еще? Угу. Больше таких кроколисков нету. Пипец, как их мало. Тут еще их выформили. Так. Еще бы одну. Немного непривычно. Я уже привык играть постоянно за охотника, что на хардкоре, что и прокачивал недавно не хардкорного охотника. У него радар есть. И ты всегда видишь на миникарте того, кто тебе нужен. А здесь постоянная нагрузка на глаза. Ищешь, ищешь и ищешь. Может быть, все-таки где-то в воде еще найду. Отлично, вижу там. Блин, вообще ничего не выпало с него. Обидно. Я так понимаю, здесь уже начинают резаться те, которых я уже убивал. Поэтому ладно, тихонько можно тут дожидаться. Если что. Фак. Блин, такими темпами я прокачаюсь уже до 25-го. Точно, я же еще и забыл бонус себе замутить. Ну дайте мне шкуру, одна осталась. Что, вам жаль, что ли? Так, ладно, надо выйти на берег. Там тоже их немало спаунится. Может быть, уже есть? Так.
да, есть некоторые. Офигеть, последняя. А, ну тут еще дроп рейт 13%. Ой, блин, 13,29. Странно. Обычно довольно быстро дропается. Офигеть. Ну дайте мне одну. Резист. И ничего не выпало. Сучара. Бред вообще какой-то. Сначала нормально, плюс-минус дропалось. И тут бот под конец. Вообще бред ненормальный. Отлично, блин. Пока я тут фармил, тут уже и другой хант подошел. Вы что, издеваетесь? Я сейчас сгорю. Я сейчас реально сгорю. Я уже около 20 этих ублюдков завалял. По-быстренькому, блин. Как говорится. А получается, как всегда. Пиздец. Дай.
Даже арбуз дал. Какой же бред, а? Ведь пока я еще фармлю их, даже данж не прокнул. Хила так и нету. Не, походу все, наверное, на сегодня. Я уже догораю. Еще этот квест, он просто меня выбесил. Никогда такого в жизни не было. 29%. И кожа просто не падает. Как будто баг какой-то. Это нереально. Не знаю, я уже не хочу никуда идти сегодня. Придется нам тогда завтрашний стрим по Holdfast отменить и пойти завтра. Мне просто нужно позарез попасть в непроглядную пучину. Чтобы отснять материал. Для видоса. Даже ебучая трава падает. С этих крокодилов. Ладно. Тут люди спокойно по ротации меняются. Придут одни, зафармят, уйдут. Придут другие, зафармят, уйдут. А я остаюсь. Фармлю дальше. Бля. Кошмар. Ой. Пиздец. Вау, неужели? Так, теперь надо это сдать и вторую часть начать. Там помимо этого дурацкого дропа, эти аллигаторы еще сильнее будут.
Какой-то идиот на Альянсе сейчас подох от охраны в Ферлосе. Блин. И ведь умудрился ж как-то докачаться до 41 уровня. Нет бы обойти их. Так, ладно, тут я поплыву. Давай, давай, напрыгивай. Так будет быстрее. И выйду на сушу, там уже за кораблями этими потопленными. Так, а они разве? Странно. Такое ощущение, как будто они появляются до корабля, эти аллигаторы. Но вроде бы нет. Должны. Да, тут вот уже они появляются, эти корабли. Хотя, можно, в принципе, тут выйти. Так, а что теперь у нас тут? Появился хил опять. ДПС ушли. Понял. Что-то не прет сегодня. А, ну тут 80%, кстати, дроп. Шкуры. Угу. С первого же убийства она не падает. Почему я не удивлен? Отлично, они еще тут перебиты все. ГГ. Так, а здесь их больше нет? Биты все. Впервые настолько занудского прохождения этой цепочки у меня не было. Впервые такое происходит. За долгое время. А то и за все, наверное. Ну и что делать теперь? Как мне понять, где первый зареспаунится?
Ладно, пройдем-ка мы туда. Тут еще не резнулись. А там дальше уже, наверное, нет смысла идти. Тут даже уже мурлоки появились. Видимо, тут они и будут. Всякие другие. А, вон там есть. Блин, ну это далековато. Мне кажется, там невыгодно идти туда, потому что их просто тупо меньше. Но попробовать, конечно, можно. Спешить-то некуда. Так. Ну что, получается только 2? Наверное. Надо идти обратно. Самое забавное наблюдать, когда животные парируют твой удар. Интересно, это чем? Давай, давай. Уворачивайся. Ловкий ты наш. Так, там что-то выпало. Волшебная палочка. Ну как? Оффхенд. Продадим. И все. Что там? Так, все, отлично. Теперь погружаемся на дно. И отправляемся сдавать. Получу плащик. Там, я не помню, по-моему, 5 выносливости. 7 выносливости я получу за другой квест, по-моему, за Морбента Фела. В Сумеречном лесу. После этого можно уже спокойно отправиться в Южное побережье, поставить точку полета. Ну, учитывая, что мы играем такими темпами. Тут ничего, да. Остался 1 ДПС, правда. Ну, может быть, я успею посидеть еще под палаткой. Ну, или сначала под палатку, а потом уже поплыву сюда.
Офигеть, догоняет. Ничего себе у них скорость плавания. Получается выше 50% однозначно. Первая помощь, не знаю, зачем я даже прокачивал. Наверное, просто потому что твинка делала все. Блин. Да, плюс 5 все-таки. Нормально. Так, уберем-ка мы изображение плаща. Ладно, пофиг. У меня 10 минут до камня возвращения, поэтому как раз можно отправиться до южнобережья. А там уже посмотрим, прокнет на ночь, ну тогда сходим. Но только уже крепость темного клыка. Если нет, тогда, наверное, буду уже... Хорошо. И опять у нас один из игроков хардкорщик. Маг, орк, прист. Что-таки он не принимает роль. Ебать. Как же это громко было.
Очень небесно какой-то плыл, вообще непонятно. Так, главное не опускаться слишком низко. Там всплывать долго. Ледяная ткань нужна, да? Так, ну что, наконец-то. Так, подплываем. По-моему, в банке я все убрал, всю ткань. Так, кто у нас тут еще? Вар? Вар, да. 23-й вар. Ну, такие левелы. Так. Which way will be quick? Так. Ты у нас где? Так. По-моему, я сколько-то ткани, наверное, продавал.
уже все. Так, ну что ж, ладно, тогда мы вот это сейчас все продадим. Так, ну я думаю, целый стак просто скину, да и все. Что там париться? Этой ткани. 10 штук. Вот так вот. Блин. Там 24-й. Бред. Так. Все вроде. Получается, сейчас я письмо заберу. Так. Угу.
Так, отлично, смогли пересобрать, а то, видимо, из-за того, что я вышел, нас, походу, выкинуло просто всех. Странно, раньше такого не было. Может быть, потому что я не был тогда лидером группы, а сейчас вот был. Очень странно. Ну, хорошо, хоть собрались обратно всем составом, который был. Ну что ж, тогда сегодня сходим. Крепость темного клыка. Так, получается, если я сейчас прокачиваюсь в ПВЕ спеки, по сути, мне даже длительность стана не нужна. Длинный стан нафиг нужен. Могу прокачать броню, может быть. Два пункта. Не знаю. А может быть и не париться. Чтоб не пришлось потом голду лишнюю тратить на смену таланта. Так, проверим, может быть, сундучок есть. Ну, там левитация, на самом деле, не так уж и важно. Понятно. Свежеиспеченный хлеб оставили мне. Ну ладно. Хоть что-то.
Ой, блин, подустал я. Сколько уже стрим идет? 3 часа? Как-то медленно. Теперь остается только ждать. Я так понимаю, наш хил будет очень долго добираться. Ой. Так, кстати, одноручки. Можно вообще какие-нибудь выбить отсюда? Нормально, одноручки. Топор, меч. Да, не. Это одноручная? Так, ладно, продолжаем. Ну, в принципе, я буду нидать, наверное. Хотя... В стаке с этой штукой нужна штука какая-нибудь на выносливость, я бы сказал, все-таки. 3-7. Колечко. Не, я все равно получу по квесту, поэтому я... Ну, из этого лута тут мне ничего особо-то и не надо. Да уж. Топор. Щит, это все я не могу. Ремень. Ремень не на меня. Да, это тоже все, это для воина как раз. Наручи похуже будут. Плащ уже сделал себе лучше. И что, получается, все. Да. Ругал ничего такого не дает для меня. World Drop. Ну вот если выпадет Face Smasher, я его занидую себе. Ну и все, по сути. Билиберда вместо никнейма. We're all
Да, кстати, я тоже не активировал, походу. Так, ну что там у нас? Отличный разбойник уже в пути. Мгм. Хорошо.
Прист. Так, ну что? Разбойник уже на пути. И молчит.
Так, что у нас там? Прист, пути. Всё. Так, уже подплывает. Ля, какой грозный пират. Ну что ж. Чисто по данжам. Да вроде нет. Сначала квесты, потом данж.
Так, сейчас, секунду, надо пойти. Так, все, вернулся. Наш прист все еще тишь, что ли? Ну что ж, посидим немножечко под палаточкой.
Так, по водичке что у нас тут? Поставим так.
А, вот еще один волчара тут стоит позорный. Дайте злутать. О, всё. А что мы кушать будем? Чем кормиться будем? В смысле? Блин, херово. Вот теперь может быть, да.